Приветствую вас на канале Верстка Life. В этом видео мы создадим поисковую строку с автозаполнением на чистом JavaScript. Вы узнаете, как фильтровать список товаров в реальном времени, стилизовать скролл и даже нарисовать иконку для поиска. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые полезные видео. Ну а мы начинаем. Так, для начала создадим HTML-структуру нашего проекта. Для этого добавим блок Search блок с поиском. Внутри него будет заголовок h1, title. Назовем search field with dropdown. Выделим первых два слова и обернем их в span. Далее будем заливать их градиентом. Под заголовком у нас будет тело нашего поиска. Так и назовем search block body. Внутри него добавим оболочку для инпута, wrap input. И внутри этой оболочки расположим иконку span с классом search icon. И сам input. ID search input. Добавим placeholder. Будем искать телефоны. Search phones. С классом, соответственно, search block input. Далее, под нашей оболочкой будут расположены сами телефоны или продукты. Любые продукты магазина. Products. ID также будет Products. Итак, видим, что у нас все готово для стилизации. Для начала обнулим все ненужные стили. Внутренние отступы, внешние. И пропишем box-size and border box, для того, чтобы учитывались границы. Для body зададим системный шрифт Arial, чтобы не подключать. Пропишем display flex. Расположим все элементы по центру и разместим на всю высоту экрана. Также зададим фон. Для блока с поиском установим ширину 400 пикселей и позволим уменьшаться. Position Relative нам также нужен будет для того, чтобы разместить наш список относительно этого блока. Для заголовка зададим размер шрифта 48 пикселей по центру и ограничим по ширине 353 пикселя. Сверху отступ 0, авто по бокам и 20 пикселей снизу. Это позволит нашему заголовку разместиться четко по центру. Далее, для
Далее нам необходимо задать цвет для первых двух слов нашего заголовка. Казалось бы, что тут сложного? Задать color и линейный градиент, но не все так просто. Color не понимает данное значение свойства, и поэтому придется воспользоваться небольшой хитростью. Зададим фон. Далее добавим поддержку для Chrome и Safari. Веб-код, WebKit, текст fill color, прозрачный. Видим, что с помощью фона мы применили цвет шрифта. Добавим еще поддержки для Firefox. Все, что нам нужно, это скопировать и вставить, только без WebKit. И еще добавим Mask Image. Это также необходимо для поддержки в других браузерах. После этого перейдем к блоку поиска. Зададим ему Position Relative. Относительно него у нас будет выпадать список с нашими товарами. Для оболочки инпута, wrap input, зададим border radius 20 пикселей, делаем flex контейнером и расположим по центру вертикали иконку и input. Border зададим вот такого цвета. Фон для данного блока будет белым. Скроем все ненужное и добавим отступ внутренний слева. Далее займемся отрисовкой нашей иконки. Search Icon. Сделаем inline блок. Это позволит нам задавать ширину и высоту. Ширина у нас будет 21 пиксель, высота также 21. Border 3 пикселя. Темного цвета. Position Relative. И сделаем Border Radius 50%. Видим, что кружок у нас уже готов. Осталась ручка для нашей лупы. Ручку нарисуем с помощью псевдоэлемента Before. Зададим ей Position Absolute.
сделаем также inline блок. Справа возьмем 4 пикселя, снизу также 4 пикселя. Зададим ей фон такой же, как у нашего кружочка. Ширину укажем 6 пикселей, высоту 2. И повернем на 45 градусов. Добавим стили для input. Сделаем на всю ширину. Шрифт 16 пикселей. Паддинг 15, 15, 15 со всех сторон, кроме левой. 20 пикселей у нас будет слева. Берем обводку Outline On и Border. Далее для наших товаров Products изначально мы их скроем. Opacity 0, Visibility Hidden. Зададим максимальную высоту, так как их может быть очень много. Надо это обязательно предусмотреть. Закруглим на 7 пикселей края. Конечно же, сделаем абсолютными. Сверху 58 пикселей. Слева 0. На всю ширину родителя. Фон добавим белый. Границу украшем вот такого серого цвета. Берем все и добавим скролл, если высота будет превышать максимальная 231 пиксель. Далее займемся скролл-баром. WebKit скролл-бар. Зададим ширину 7 пикселей, высоту также 7 пикселей. Для ползунка скролл-бар. Зададим фон. C1 DB8 DBF8. Закруглим на 10 пикселей. И сразу же напишем для body через JavaScript мы будем добавлять класс ActiveSearch. И когда у body будет этот класс, для Products мы сделаем, соответственно, Opacity 1, Visibility Visible. То есть наш блок со списком продуктов появится. Далее для каждого элемента списка зададим паддинг 10 пикселей, курсор pointer и добавим плавности для фона. Для ссылки каждый элемент будет ссылкой на какой-то товар определенный. Берем нижнюю подчеркивание и сделаем черного цвета. При наведении наш пункт
списка будет менять фон. Пусть будет такой. Итак, видим, что у нас все готово к интерактиву. Поэтому давайте перейдем к JavaScript. В Script.js объявим переменные для поля нашего поиска search input. Получим через ID. Search input. Далее получим наш список товаров, products list, через ID products. И еще объявим здесь тело нашего поиска search body. Относительно его будет наш список с продуктами. Search body. Давайте получим его с помощью класса. Query selector. Search block body. Далее нам необходим массив с нашими товарами. В нашем случае мы будем использовать телефоны. Что ж, давайте запишем. Массив будет у нас называться products. И он будет содержать объекты. Каждый объект будет иметь два свойства. Имя и ссылка на карточку с нашим товаром. Так и запишем name. Допустим, Apple, iPhone 15 Pro Max. А ссылка будет на него, например, example.com Apple. Далее давайте еще один для примера запишем. Запишем легендарный телефон Nokia 3310. Ставьте лайк, если у вас когда-либо был такой телефон или хотели приобрести. Напишем ссылки Legend. Добавлю еще 3. Я их написал заранее, чтобы сэкономить время. Далее добавим рабочий ввода в поиске. Для этого для нашего search input поля поиска мы будем слушать событие input. Именно когда пользователь будет что-то вводить. В этот момент будет вызываться анонимная функция, в которой мы сразу получим в input значение. Из нашего поля поиска и сразу его перенесем в нижний регистр. Очистим наш список. Потому что там еще могут находиться товары после предыдущего поиска, например. И займемся фильтрацией. Далее займемся непосредственно нашим поиском. Для этого создадим переменную фильтр
Products. В ней обратимся к массиву с телефонами и с помощью метода filter мы будем возвращать новый массив с элементами, которые удовлетворяют условия, то есть у которых свойство name содержит строку, указанную в input. Без учета регистра. Далее переберем все наши товары с помощью for-each. И будем создавать элементы списка. Li create элемент Li. Создадим ссылку внутри элемента списка. И теперь добавим нашу ссылку с помощью метода TextContent, название Product Name, название телефона. Добавим ссылку, конкретно куда будет вести Product URL. И сделаем так, чтобы наша ссылка открывалась в новой вкладке. Теперь добавим наш элемент списка с помощью AppendChild, ссылку. И сам элемент списка добавим в список. AppendChild Li. Готово. Так, нам остается добавить проверку на добавление либо удаление класса ActiveSearch, по которому мы будем показывать список продуктов. Добавим if и проверим input. Если он не пустой, наше поле поиска, то есть что-то мы ввели, и длина массива больше нуля, то есть есть продукты, которые удовлетворяют нашему поиску, есть какие-то совпадения. В таком случае для Search Body мы будем добавлять класс ActiveSearch. В противном случае, если мы не нашли ничего и input пустой, мы будем убирать данный класс. Remove. Давайте проверим. Напишем A и видим все товары, в которых есть буква A. Можем написать любыми буквами, большими, малыми, все равно наш поиск совпадет с товаром. Единственное, что нам остается, вот сейчас, если мы кликнем на любую другую область поиска, наш список не закроется, то есть он все время будет активным. Давайте это исправим. Для этого создадим глобальный обработчик событий
для всего документа. По клику мы будем отлавливать события. Если клик был не внутри нашего поля поиска, и не внутри списка продуктов, то в таком случае мы удаляем класс ActiveSearch. Проверяем. Кликаем на любую другую область и видим, что список с товарами закрывается. Это очень удобно, потому что на любом магазине всегда хочется покликать, понажимать где-нибудь, что-нибудь посмотреть, какой-то интерактив, ползунки и так далее. И нам нужно освободить это место. Возможно, под этим списком даже будет что-нибудь важное для пользователя. И, наконец, давайте проверим надежность нашей всей конструкции, нашей верстки. Для этого проверим наш скролл, который мы стилизовали через Style CSS. Нам нужно добавить еще товаров. Давайте столько же добавим. И видим, наш кастомный скролл появился. И теперь мы спокойно можем перелистывать все товары. Это также очень удобно, потому что товаров может быть огромное количество, и они просто-напросто не поместятся вам на экран. Скролл помогает этого избежать. Теперь у нас есть поиск с автозаполнением, кастомный скролл и красивая иконка поиска. Не забудьте поставить лайк, если вам было полезно, и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые уроки. Пишите в комментариях, все ли было понятно, а также делитесь идеями для новых видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.